Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас будет немножко непривычный и, наверное, еще не было таких роликов, потому что я никогда ничего особо не просила у вас, даже когда животных болели, я не просила там помогать или что-то такое, хотя все равно многие принимали в этом участие, спасибо вам большое за это. Но сейчас я обращаюсь с просьбой, как бы все знают ту ситуацию, какая сейчас происходит там с YouTube, со всем, и тот проект, который я хотела осуществить в следующем году, заработать на него и запустить. Наверное, я понимаю, что в нынешних реалиях то, что сейчас происходит, вообще непонятно, что дальше там будет с продуктами и так далее. А я, естественно, всегда больше всего переживаю за животных, за кошек, потому что сама-то могу хоть гречку поесть, там, грубо говоря, а вот животным нужно как бы мясо постоянно какое-то. Вот, естественно, не переживайте, как уже говорила не раз, у меня 3 морозилки, все они просто дополна забиты мясом, там более 1,5 тонн его, то есть надолго хватит, в случае чего. Но я хотела говорить о том, что у меня была и задумка была делать это в следующем году и в более крупных масштабах. Это что-то типа вивария, ну, можно назвать это виварией, то есть помещение, в котором будут разводиться мыши, которым, собственно, можно будет кормить кошек, как кто давно следит и кто следит довольно-таки внимательно за каналом, знают, что кошки у меня все, то есть и домашние, и дикие, когда начинают там прикорм и уже переходят на твердую пищу, для них одна из самых лучших пищ — это мыши и крысы. Крысы едят, к сожалению, не все, мышей едят практически все, начиная от рептилий, заканчивая как бы кошками, даже дикими кошками, то есть крупными, там и те же рыси, и все остальное, они их едят. Поэтому у меня уже давно, последний там год, была мысль, что нужно как-то делать свой виварий, свое помещение, ставить мышей, разводить их, потому что, к сожалению, на те объемы, которые мне нужны, ну, никто не способен это обеспечить, либо это будет по таким ценам, что, ну, просто очень дорого. И у нас в стране, к сожалению, нехватка действительно мышей. У нас с крысами еще куда ни шло, как дела идут, а вот виварий по мышам частных, насколько я знаю, даже практически нету. И я думала это делать все в следующем году, подойти к этому как-то более основательно, искать вообще помещение отдельно снимать и, собственно, все это организовывать, но то, что происходит сейчас, я понимаю, что это нужно делать намного быстрее, делать это хотя бы не в таких крупных масштабах, как хотелось бы, а для начала хотя бы помещение там сделать 6 на 6 и обустроить его как-нибудь и начать, и хотя бы сделать это у себя на территории. Вот. А дальше уже, соответственно, как это там хотя бы как-то себя будет оправдывать, уже, ну, скажем, там что-то продастся или нет, и достраивать помещение, и уже увеличивать его. Возможно, там и крысы будут. Но мне просто с крысами, я уже рассказывала, тяжело работать в этом плане, у меня на них аллергия, поэтому мне с мышами намного легче, и хотя они не легче в разведении, к сожалению, крысы намного легче в разведении, но и мыши более оптимальный для меня вариант и корм, потому что большинство котят, рептилий, те же еноты едят мышей, то есть крыс едят не все. Вот, и, собственно, я решила обратиться за помощью к вам, может, у кого-то будет желание помочь финансово, хотя бы на начальном этапе все это начать делать. Собственно, что я сейчас хочу? Я хочу просто на участке поставить, грубо говоря, большую бытовку 6 на 6. Ну, бытовка это называю, потому что буду делать это из материалов, которые делают бытовки, то есть профлисты, утеплитель, только не как обычно там делают слабый утеплитель, а именно с толстым утеплителем, чтобы это и зимой нормально функционировало. И чтобы в случае чего это можно было бы там разобрать и либо перенести, либо увеличить и что-то такое сделать. Собственно, на данном этапе, мне, если честно, даже неудобно такое видео снимать, потому что, ну, я не помню, чтобы я когда-то что-то такое вас просила и снимала такое. Но, тем не менее, я переживаю действительно очень за животных, и чтобы у них были нормальные полноценные корма всегда в доступе, вне зависимости от того, что там вокруг происходило. Вот, и на начальном этапе, соответственно, просто хотя бы построить это здание нужно примерно 300 тысяч, как я посчитала. То есть, если делать из каркаса, там, с правильным утеплением, чтобы это все нормально функционировало. Дальше буду уже смотреть. Я понимаю, что просто надо хоть с чего-то начинать, потому что так можно всегда ждать, а в итоге, может, и в следующем году не получится, потому что сейчас вообще непонятно, как что дальше будет происходить. В общем, я буду очень благодарна за любую помощь, если для вас это
уместно, вы можете это сделать, я буду очень благодарна, я быстрее тогда все это сделаю. Ну, если нет, так нет, как бы. Я прошу сейчас не оставлять какие-то гневные комментарии, кто что на что просит. То есть я действительно переживаю исключительно за животных и то, как их дальше продолжать кормить так же правильно, как они питаются сейчас. Поэтому, если вам это все дело неприятно, пожалуйста, пройдите мимо, не надо оставлять свои гневные комментарии. Вот. Кто может помочь, спасибо. Естественно, всю отчетность, как это все будет происходить, я вам буду показывать. Но, собственно, вы будете, если я начну это делать, вы эту стройку будете видеть и понимать, что там происходит. В описании я укажу номер карты, номер Notation. Это для тех, кто переводит за границы. Ну, это удобный сервис для перевода за границы. PayPal и так далее у нас сейчас в России не работают. Вот, спасибо большое за внимание.